Привет, друзья! С вами снова Павел Чан. Сам бы не поверил, что засяду играть в шмап. Но в рамках передачи «Мимо крокодил» такое случается. Наверняка у вас есть друг, взахлеб рассказывающий про игру, которую вы терпеть не можете. Вот и попробуйте понять, почему он ее нахваливает. Суть проста. Играете в нелюбимый жанр как минимум час и пытаетесь разобраться, почему этот жанр вам не нравится и чем он привлекает других игроков. И если серьезно поразмышлять, то без особого труда получится непредвзятое видео. Как уже говорилось, сегодня мне попался жанр shoot-em-up, попросту говоря шмап. И этот жанр-долгожитель застал зарю видеоигр и замер в ожидании в 90-е. Когда говорят про шмапы, то непременно вспоминают R-Type или Gradius. В первый я даже не играл, а второй брезгливо называл стрелялкой и тянулся к заветному картриджу с контрой. Вскоре это переросло в привычку, знакомство с жанром все откладывалось, а понимание его прелести не приходило. Я пытался понять, честно. Например, пару лет назад купил аркадную панель от настоящего игрового автомата, наскоро припаял к джойстику, проверил и убрал. Вот что значит человек изнуренный РПГ. Всю аркадную классику пропустил, и джойстик, а не играет. Смех да и только. Приобщиться к прекрасному помог Александр с канала Игролов. Он шмапы любит и порекомендовал несколько любимых. Я сидел и равнодушно открывал скриншоты, вбивая предложенные названия, пока не дошел до Pro Gear. Меня привлекла рисовка. И вот однажды звезды выстроились в нужном положении, и астрологи объявили неделю свободного времени. Я смахнул пыль с аркадника, бегло настроил эмулятор и прошел всю игру. Как же так вышло? Конечно, атмосфера. На ум сразу пришел полнометражный анимационный фильм «Ходячий замок». В игре удивительный мир, облик которого пришелся по душе. Викторианские здания и вполне настоящая техника времен Первой мировой. Роскошные поезда и массивные танки, юркие бипланы и величественные дирижабли. Как ни в чем не бывало, по соседству стоят замысловатые механизмы и фантастические роботы. Внимание уделено деталям. Бликам на воде, стаям птиц, тревожно взмывающим над лесом. Настоящий стимпанк. История небольшая и нужна так же, как фабула задачи по арифметике. У подростков в войне погибли родители, и они решили отомстить и положить конец беспределу. В последний момент пилоты вылетают из ангара, под обломками которого остаются их менее удачливые сверстники. На выбор 2 пилота-паренька и 3 девушки-штурмана. Если отступить от правил и допустить, что имена переводятся, то прозвища у них такие: Кольцо, Болт, Цепь, Гвоздь и Заклепка. От выбора зависит маневренность самолета и тип стрельбы. Я не особо заморачивался, выбрал тех, кто понравился, и полетел. Музыка средненькая и по сравнению со всем остальным самая слабая составляющая игры. Не мешала и ладно. Поначалу я думал, что играть в такое могут лишь сверхлюди. Кажется, сквозь завесу огня не прорваться, но довольно быстро привыкаешь. Пули движутся по замысловатым траекториям, и от них вполне можно уклониться. Для зрелищности пули сделаны большими, но поражают они вас только если попадут в кабину пилота. Пуля спокойно пролетит рядом с хвостом самолета, а жизнь не потратится. Удерживаем кнопку стрельбы, отстреливается штурман. Колотим эту же кнопку, стреляет пилот. На этом и построен игровой процесс. Переключение типов огня также притягивает драгоценности, выпадающие из врагов. Сочетание типов выстрелов пилота и штурмана учитывается после каждого уровня. А можно еще бомбу скинуть, и тогда вражеские пули вам не страшны. Их просто снесет взрывом. Очень понравились боссы. У каждого свой уникальный корабль и манера ведения боя. 5 уровней незаметно пролетели за полчаса. Я сидел довольный своей победой и смотрел титры.
Что же, жанр меня приятно удивил. Сделаю выводы. Конечно, я играл неправильно. То, что я сидел и при любом проигрыше закидывал виртуальные деньги, это кощунство, ведь так я был бессмертен и продолжал каждый раз с того места, где погиб. И это ошибка многих любителей. Игра легкая, пока у тебя есть монетки, и делаешь поспешный вывод, мол, стрелялка, чё в ней такого, проходится за полчаса. Настоящие ценители жанра делятся на две категории: набивающие максимальное количество очков или проходящие игру с одной монетки. Хоть я играл крайне неумело, удовольствие все равно получил. Раньше такого со мной не случалось при игре в шмапы. В моем случае помог аркадный джойстик. Как же здорово на нем играть. Только и слышалось пощелкивание и постукивание по клавишам. Это непередаваемое ощущение. Кажется, что у тебя в руках действительно штурвал самолета. Третьей составляющей стала зрелищность. Оказывается, в шмапах есть всякие поджанры. На память или на технику. Pro Gear относится ко второму. Он называется Данмаку. Мне было сложно с непривычки, ведь столько объектов на экране. К тому же, это горизонтальный шмап, и в нем сложнее понять траекторию пуль. В вертикальном полегче, наверное. Стоит проверить. Не знаю, полюбил ли я шмапы в целом, но Pro Gear поселился в моей игротеке, и я постараюсь найти что-то подобное. Зря я недооценивал жанр. Нужно учитывать и время его пика, и атмосферу аркадных залов, и то, что играть приходилось за настоящие деньги, которые не бесконечны, как виртуальные монетки. Другие жанры быстро развиваются, смешиваются, изменяются. Каждая игра тешит игроков чем-то новеньким. Шмапы иные. Да, были новые элементы, но суть осталась та же. Удивительно самобытный жанр, который неохотно изменяется. Чуть переборщишь с нововведениями, уже не то. Смешение не идет на пользу. Постепенно пик сошел на нет, и сейчас в шмапах застой. Любители жанра переиграли во все стоящее, а новых игр сродни шедеврам былых времен не появляется. Удивительно честные игры. Здесь все зависит от игрока. Все как на ладони, и поняв механику, можно уже через 5 минут сносно играть. Конечно, на затачивание техники и прохождение игры с одной монетки придется потратить время. А можно просто играть в удовольствие. Шмап испытывает настоящие навыки игрока, настоящие умения и рефлексы. Все честно, никакой прокачки, никакого мухляжа от искусственного врага. Ты видишь каждую пулю, и если она попадет в тебя, это лишь твоя ошибка. Не стоит винить в этом шмап. Друзья, дадим шмапам шанс. Участвуйте, снимайте ролики в рубрику «Мимо крокодил» и выкладывайте на YouTube. Это просто. В описании все подробности. Оценивайте видео и пишите комментарии. А если вы любите шмапы, то напишите почему. Все ли я правильно понял или сглупил? Мне очень важны ваши отзывы. Обязательно заходите на мою страничку ВКонтакте. Я публикую там дополнительные материалы. Пока!